Всем привет, ребята! С вами Аня и Юра. И сегодня нам Юрочка расскажет о том, как мы с ним получали вторую визу ПБХ в Польше. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Ну что, поехали? Поехали? С начала этого года Польша открыла возможность получать вторые ПБХ визы на территории Польши. Открыла 3 визовых центра в Варшаве, Познане и Люблине. Позже остались только 2 из них в Варшаве и Познане. Эта программа была до 31 марта включительно, поэтому сейчас уже, возможно, эта информация будет не актуальна, но кто знает, что будет в будущем. В общем, чтобы ее получить, нужно было снова словить дату на сайте визового центра, однако здесь в Польше это сделать было гораздо проще, возможно, ажиотаж здесь был меньше, поэтому можно было дату словить буквально на следующий день, каждый день можно было на следующий ловить, но в конце марта почти все слоты резко пропали, видимо, люди резко решили получить себе визы, а 3 месяца сидели и не думали об этом. Собственно, не думали и мы, поскольку наши визы первые заканчиваются в конце июня, и я думал, что на эту визу можно подаваться только за 3 месяца до окончания первой, а у нас как раз было 4 в марте. Но потом резко я узнал, что можно подаваться было за 6 месяцев, и я думаю, ну это же отличная идея, тем более эта виза бесплатная. В общем, мы быстренько собрали все документы, записались на визу и поехали подаваться. По документам все стандартно, нужно было сделать копию, для меня копия паспорта, фотография, копия предыдущей визы, копия о подаче на ВНЖ в паспорте. 3 вместо страховки, которую мы покупали в Беларуси, страхование жизни, да, можно было сделать 3 выписки из ЗУС за 3 месяца, а также я сделал выписку. ЗУС это что такое? ЗУС это социальное страхование в Польше. Кстати, в Польше вообще очень удобные, очень хорошо автоматизированные системы доступа к госуслугам. Не нужно теперь идти куда-то стационарно, очень много вещей можно решать онлайн, в личном кабинете, просто сделав запрос, и потом они присылают обратно ответ. Также здесь есть такая вещь, как профиль Зауфаны. Это штука, которая позволяет удаленно ставить электронную подпись и уже скачивать документ в любое время у себя и распечатывать, и он будет как оригинал. Это очень удобно и круто, на мой взгляд. Вот я сделал выписку из ЗУС за 3 месяца об уплате страховых взносов, также выписку о незадолженности уплаты этих взносов. И еще я сделал копию свидетельства о браке, а также, да, еще копию контракта с работой, выписку с сайта о том, где зарегистрировано мое ИП, и такую же выписку сделал для Ани. Это был пакет документов для меня. Для Ани мы сделали примерно то же самое. Также копию паспорта, копию визы, копию подачи на ВНЖ, фотографию, заявление. Да, кстати, про себя не сказал. Заявление нужно еще записать. Также копию свидетельства о браке, копию перевода. Аренда. Копию аренды. Кстати, да, копия аренды не пригодилась в этот раз. Но еще для Ани я сделал выписку со своего ИП и справку еще с работы взял о том, что я работаю. Вот этот пакет документов мы собрали, с ним поехали в Познань. Повезло, мы скооперировались с коллегами, которые тоже зарегистрировались на этот день. Мы на машине все вместе поехали. Дорога в Познань, кстати, очень хорошее извозство. Приехали в визовый центр, там все очень быстро, нас зарегистрировали, пока мы там разобрались, через 5 минут нас уже позвали в окошко подаваться. Там были украинки, говорили по-украински, по-русски, очень приятно, все было понятно для нас. Кстати, еще интересная особенность, в визовом центре все было на 3 языках, на польском, на украинском и на белорусском.
В принципе, целевая аудитория — это белорусы и украинцы, которые там приходили, поэтому логично. Мы подались где-то минут за 5. Для коллег еще попросили сделать копию контракта для жены. Меня не просили, мне повезло. Тоже великий польский рандом. В одном окошке один список документов, в другом другой. Так бывает. Ну, все закончилось благополучно, документы мы приняли и поехали обратно. Подождали 2 недели, и вот уже пришла смс, что наши визы готовы. Осталось только поехать в Познань снова и их забрать. Скорее всего, на следующей неделе поедем, заберем паспорта уже с новыми визами. Они у нас открыты будут с конца первых виз, то есть еще до конца июня 2024 года, получается. Будут визы. С этими визами также можно путешествовать по Европе и ездить в Беларусь. В принципе, что нам и надо. Вот так. Мне надо. В Беларусь. Да. Ну все. Вот и всё. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте пальчики вверх обязательно. И пишите Юре комментарий. Я думаю, Юра с удовольствием ответит всем вам. Да, Юра? Да. Это да. Пока-пока.